Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам расскажу, как я дорабатываю светотехнику на своих журнальных моделях. И уже делал подобный видеоролик, где рассказывал и показывал, как я улучшаю вид своих моделей, но у меня до сих пор в комментариях люди спрашивают, как аккуратно окрасить мелкие детали, чтобы не испортить саму модель. И еще раз расскажу вам, какую технологию я использую. Здесь ничего нового нет, и у каждого свои приемы. Просто расскажу, чем пользуюсь я, и вы можете использовать совершенно разные краски, кисточки. И здесь нету какой-то скрытой рекламы, и у меня все баночки и кисти очень старые, уже потрепанные, поэтому не обращайте на это внимания. И если посмотреть на все журнальные модели, то я думаю, условно их можно разделить на 4 типа. Первый тип, самый примитивный, это когда светотехника отлита вместе с корпусом автомобиля. И, например, на данной EMV 340, во всяком случае, присутствуют корпуса фар. И были модели, у которых фонарики были просто обозначены краской или в виде декали. И, конечно, на начало 2021 года подобный тип светотехники выглядит очень примитивно. И бывали случаи, когда люди дорабатывали подобные масштабные копии, но здесь зачастую нужна полная перекраска. Вы стачиваете старую деталь, просверливаете отверстие под установку новой детали и изготавливаете ажурные фонарики или, возможно, берете их с другой модели. И можно установить новую деталь без отверстия. Но опять же, когда вы покрасите корпус, то вы можете неаккуратно приклеить деталь, нужно будет ее отрывать, переклеивать, возможно, останутся пятнышки клея, а когда уже есть намеченное отверстие, вы просто вставляете вовнутрь деталь и с внутренней стороны аккуратно ее проклеиваете. И второй тип — это уже улучшенная светотехника, но, на мой взгляд, она тоже смотрится не так реалистично. Симка Эронт, у которой задние фонарики полностью в хроме, и уже поверх хромированной детали нанесли красный лак. Встречаются модели, у которых также обозначены поворотники оранжевым лаком. И преимущество многих журнальных моделей в том, что детали здесь запаяны изнутри и отсутствует клей. Потому что мы знаем, что китайцы иногда все заляпывают клеем, и тогда уже испорчено лакокрасочное покрытие. Но есть и минусы, потому что детали не фиксируются на своих местах, как, например, левый фонарь, он просто болтается, и по-хорошему его нужно еще фиксировать точечкой клея. И здесь уже больше место для творчества. Например, вы можете сточить часть детали, сделать подложку из фольги и поверх нанести капельку прозрачного лака. Когда он высохнет, получится объемная деталь, и вы уже ее можете окрасить витражным лаком. Можно пойти дальше, например, сделать силиконовую форму, скопировать данную деталь и новый элемент отлить из прозрачного полимера. Но опять же, это и финансовые затраты, и не всегда целесообразно дорабатывать машину за 1,5 евро при использовании инструментов за 30-40. Получается, просто зачем вы тратите свои деньги. Но бывают люди, которым просто нравится сам процесс доработки. И следующий, третий тип осветительной техники уже более походит на настоящие фонари автомобиля, как, например, на Ишкомби. Но есть тоже свои недочеты. Например, у данной масштабной копии фонарь полностью красного цвета. Но на многих журнальных моделях это просто лак. Вы демонтируете деталь, аккуратно смываете старую краску. Я использую смывку для ногтей без ацетона и беру ватную палочку, аккуратно тру деталь, и постепенно уходит старый лак. И уже потом витражным лаком вы заново раскрашиваете стоп-сигналы, поворотнички оранжевым цветом, огни заднего хода, если располагаются на фонарике, можно никак не окрашивать, потому что деталь прозрачная. Если вы сделаете подложку из фольги, она будет хорошо выделяться.
Покажу вам четвертый тип, уже, скажем так, более совершенный, как, например, на ВАЗ-2105, когда производитель сам окрашивает фонари, как они должны быть на настоящем автомобиле. Правда, на этой модели тоже накосячили. Фонарики от семерки раскрашенные по типу пятерки. Есть один нюанс, то что присутствуют небольшие штырьки, как раз виднеются черные пятнышки. По-хорошему их нужно срезать и делать подложку из фольги. С этими фонарями тоже бывают проблемы, потому что сейчас на многих моделях светотехника вклеивается, несмотря на то, что она изначально должна запаиваться с задней стороны. И я использую различные прозрачные лаки. Сначала пользовался вот такой краской Хамбрал, но она очень темная. И если вы красите фонарь в 2-3 слоя, то он получается рубинового цвета и выглядит не совсем реалистично. И впоследствии я стал использовать краску Tamiya X27. Такая краска продается во многих модельных магазинах. Она стоит довольно дорого, но этой баночки вам хватит, я думаю, на всю жизнь, если вы не красите по 300 моделей в день. Краска сделана в Японии. И многим не нравится этот бренд, не знаю почему, возможно, кто-то платит за антирекламу, но мне эти краски очень нравятся, они стоят заявленных денег. И, например, изначально я фонари окрашивал желтым лаком, но с ним тоже есть проблема. На мой взгляд, эта краска подходит больше под противотуманные фары. И покажу вам ВАЗ-2108. На которой я окрашивал поворотники этой краской. И после высыхания фара получается непрозрачной и очень яркой. И, конечно, можно списать на то, что автомобиль стоял под открытым солнцем, фары выцвели, и подобное явление я наблюдал на многих Тавриях, но, опять же, этот автомобиль чистенький, и я впоследствии, скорее всего, фонари перекрашу оранжевым лаком, как на ВАЗ-2109. И на этом автомобиле я пользовался вот таким витражным лаком, и его покупал, по-моему, в художественном магазине, и эта баночка стоила чуть дороже, чем продукция Tamiya, но она и больше. И эти краски не нужно разводить, они обладают хорошей текучестью, вы аккуратно окрашиваете деталь, можно использовать разные кисточки, у меня вот, например, есть такая кисть, очень тоненькая, я ей окрашиваю мелкие детали. И обычно я крашу деталь в 2-3 слоя, чтобы придать ему глубину цвета. И покажу вам, как Лада выглядела до доработки светотехники, и согласитесь, улучшенные фонари придают модели более реалистичный вид. И опять же, есть некоторые проблемы. Первая проблема — это как аккуратно разобрать модель. Например, данная ВАЗ собрана при помощи крепежного винта и небольшой защелки. С винтиком проблем особо никогда не возникает, если только он не под треугольную отвертку. И бывают случаи, когда очень сильно затягивают винты, и тогда уже приходится импровизировать. Но, например, у этой модели защелка вклеена. И я обычно просто силой демонтирую нижнюю часть. Бывают случаи, когда ломается крепление, но в этот раз мне повезло. И уже можно будет добраться до задних фонарей. Вы их просто выдавливаете отверточкой или срезаете ножиком. Окрашивать лучше демонтированную деталь, потому что вы можете ненароком покрасить корпус автомобиля, когда деталь не снята. Но у меня были случаи, когда задние фонари были полностью вклеены, как, например, на Москвиче 2140. И тут уже пришлось фары окрашивать на месте. Я пытался их снять, но как раз на левом фонаре видны следы клея. И уже если пытаться срезать деталь, она может сломаться, и тогда уже нужно думать, как изготавливать новую деталь. И здесь я пользовался таким методом. Брал острый скальпель
и просто соскабливал старый лак и уже поверх аккуратно окрашивал эту деталь. Но, конечно, здесь фонари смотрятся менее привлекательно, потому что не удалось поставить подложку из фольги. И если, например, делать подложку, то я пользуюсь обычным строительным тейпом. Он продается во многих магазинах, по-моему, сделан для вентиляционных работ. Вы вырезаете по форме деталь, его отклеиваете, прикладываете к детальке, и получается хорошая, довольно блестящая подложка. Можно пользоваться и обычной фольгой, но она очень тонкая, и ее аккуратно прислонить к детали не всегда бывает возможно. И, например, один из вариантов – это покрасить серебристой краской место установки, но она будет смотреться не так блестяще. И один из вариантов – это передняя светотехника на 8. И здесь подложка в хроме, а у 9 она просто окрашена серебрянкой. И тоже видно, что у этого автомобиля фары выглядят более выразительно. И после того, как вы покрасите деталь, можете ставить их обратно и уже изнутри проклеить детальку клеем, чтобы не заляпать внешнюю поверхность. И в заключение покажу вам Москвич S1, который не раз мелькал в моих видеообзорах. Опять демонтировал задние фонари, перекрасил детали при помощи краски Tamiya и оранжевого витражного лака. Первый раз я красил детали при помощи лака Humbrol и Revell, но мне не очень нравилось такое сочетание цветов. И детальки у меня уже высохли, их можно ставить в свои посадочные места, только нужно сделать подложку из фольги, и еще поверх деталь окрасил прозрачным лаком, чтобы она была более блестящая. И как раз могу примерить деталь, показать, как она будет выглядеть установленной на масштабной копии. И вид модели тоже, на мой взгляд, улучшился, потому что изначально у этого москвича полностью фонарь был красного цвета. А как выглядел первый доработанный вариант, вы можете посмотреть в моих старых видеороликах. И пишите ваши комментарии, как вы дорабатываете масштабные копии и какие материалы вы используете. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. На сегодня это все, до новых встреч, пока!